Привет всем! Это видео первый эксперимент в непривычном для меня формате, так что прошу вас оставить комментарии с конструктивной критикой или словами восхищения. Вначале я расскажу о сюжете и игровом лоре в формате прохождения, и эта история будет основной частью видео, а в финале поделюсь впечатлениями в формате стандартного мини-обзора. Mutant Year Zero Road to Eden начинается со вступительного ролика, где мы знакомимся с тремя главными героями и по совместительству игровыми персонажами. Это суровый Боров Бормин, плутоватый селезень Дакс и явно мутировавший человек Сельма. Несмотря на то, что в ролике герои не разговаривают, мы примерно понимаем их характеры и взаимоотношения в отряде. Один эпизод с консервированной свининой чего стоит, хотя длится всего 15 секунд. Плюс очевидно, что на постапокалиптических зеленых пустошах одними из главных противников будут роботы. Another day, another mission, risking our necks for the Ark. You know, I ask myself, Dux, why are you out here? And you know why. The Ark's water pump is broken again, and Hammond said he needs more scrap to fix it. yeah, well, we'd do it a lot better if he'd sent us somewhere with actual scrap to find. Why do you have to be so annoying? Come on, we gotta head back before Prep closes for the night. И переходя непосредственно к нашей истории, мы наблюдаем, как Дакс и Бормин пробираются через пустоши где-то к востоку от Ковчега. Из разговора двух странников нам становится ясно, что они ведут поиски деталей, необходимых для починки водяного насоса, по поручению некоего Хэммона. Похоже, вылазка не имела большого успеха, так что наш дуэт торопится домой, чтобы успеть в лавочку Приппа до закрытия. Пустоши, по которым пробираются герои, представляют собой туманные и темные хвойные леса, выросшие на территории Северной Европы после апокалипсиса. Но природа еще не полностью взяла свое, так что тут и там можно увидеть остатки прошлой цивилизации. Вышки, лавки, знаки, автомобили, палатки, здания, а также почему-то не разложившиеся трупы людей. Продвигаясь к ковчегу, Бормин и Дакс собирают лом и детали оружия, пока не наталкиваются на пару беззаботно беседующих упырей Скизикса и Трибо. Эти очень похожие на людей существа мечтают о том, как будут пожирать сталкеров и жителей Ковчега, когда до него доберутся. Благодаря глупости упырей, Бормин услышал их прежде, чем они его заметили. Сталкеры решают устроить засаду. Дакс прячется за камнем неподалеку от разбитого и заросшего мхом легкомоторного самолета. А Бормин предпринимает опасный маневр и укрывается за стволом ели, которая растет прямо на пути движения одного из упырей. Хряк дожидается, когда противник, вооруженный увесистым топором, приблизится, выступает из-за дерева и разряжает один из стволов своей трехзарядной картечницы.
тем самым использует убийственный потенциал страшного оружия на полную. Ведь картечь, выпущенная из коротких, но крупнокалиберных стволов на близком расстоянии, способна серьезно повредить группу врагов. Одиночный же мясник, приняв всю мощь выпущенного из ствола свинца грудью, забрызгал внутренностями и кровью все на несколько метров вокруг себя. В то же время Дакс, наблюдая боковым зрением за Бормином, держал на мушке второго противника, и как только напарник выступил из-за дерева, Дакс нажал на курок, пустив увесистый болт из своего арбалета. Благодаря тому, что упырь был достаточно близко, болт с легкостью переломал ребра, разорвал сердце и вышел через спину, мгновенно убив мародера. Сталкеры собрали с поверженных врагов экипировку, и у одного из них оказался древний огнемет Бройлер 50, который можно прикрепить к оружию и стрелять горящими боеприпасами. В одной из мастерских ковчега можно будет присобачить эту штуковину к оружию. We saw one of these things once, filled with zone dogs, right? Oof. The ancients sure knew how to build big pieces of garbage. Обследовав железную птицу и территорию неподалеку, приятели нашли немного лома и 2 трупа людей, летевших на самолете. Похоже, они жестко приземлились и скончались от полученных травм, причем один человек сумел выбраться из кабины, но далеко уйти не смог. Ну, а пара разведчиков продолжила движение к своей цели. По дороге им снова встретилась пара упырей. Причем один из них выглядел как настоящая машина смерти. Дакс предложил скрытно обойти монстра вдоль реки. Бормин благоразумно не стал возражать. Но при этом Дакс не смог удержаться и практически из-под носа у врагов увел раздолбанный автомат, который прекрасно сгодится на запчасти. Продолжив путь, напарники без приключений перешли мост и добрались до территории восточного аванпоста. Отсюда остается совсем немного до ковчега, и Дакс уже предвкушает приятный вечер в баре с выпивкой и массажем лап. Напарники проходят мимо места последних часов жизни влюбленной пары. По пути, само собой, захватив лом из лодки и аптечки рядом с палаткой. Поднявшись на холм, сталкеры увидели хижину в небольшой долине на западе, занятую упырями. В этот раз особо устрашающих противников не было видно, и Дакс предложил устроить безбашенную перестрелку в ковбойском стиле. Но Бормин решил, что это слишком опасно, и разумнее будет подкрасться, занять выгодные позиции и неожиданно напасть. Подойдя ближе, Бормин укрылся за полусгнившим заборчиком. Дакс увидел на детской площадке полуразрушенную горку и решил воспользоваться ей как вышкой, заняв выгодную позицию. С нее Дакс смог контролировать обстановку и прикрывать Бормина, который решил провести глубокую разведку. Кроме мародера и охотника, расположившихся у входа в хижину, Бормин обнаружил мясника, который патрулировал территорию. Они разминулись позади хижины, и упырь прошел дальше прямо к снайперскому гнезду Дакса. Один меткий выстрел, и арбалетный болт застревает в черепе врага. Издав едва слышный вскрик, мясник замертво свалился в высокую траву. К счастью, его подельники ничего не услышали и продолжили вести беседы о гастрономических плюсах жителей Ковчега, сидя у костра.
Бормин своим животным нюхом уловил запах крови и понял, что Дакс разделался с патрульным. Рядом с заросшим мхом автомобилем стоял ящик, внутри которого Бормин нашел калашмат, работающее на сжатом газе оружие, которое выстреливает в противников огромными, но неуклюжими снарядами, запросто сбивающими с ног большинство противников. Эта пушка стала бы отличным дополнением к картечнице, но кому достанется оружие, нужно решить коллегиально. Собрав пригодный для использования лом, Бормин решает, что пора переходить к устранению оставшихся врагов. Он прячется за разбитым пикапом, понимает, что находится слишком далеко для эффективного залпа из картечницы и решает прокрасться за угол здания. Но на этот раз вражеский охотник обнаруживает засаду и поднимает тревогу. Однако Бормину удается сделать точный выстрел и спрятаться за хижину. Картечь наносит огромный урон противнику, но он каким-то чудом смог выстоять и не потерять оружие. Еще до выстрела Бормина Дакс увидел, что упыри всполошились. И само собой, не теряя времени, селезень разряжает арбалет в ближайшего врага. На этот раз болт попал в спину мародера, но его убойной мощи хватило, чтобы отбросить тело на пару метров вперед и полностью обезвредить упыря. Чудом выживший охотник пытается уйти с линии огня Бормина, но сил ему хватает только на то, чтобы пробежать пару метров до пикапа и, опершись на него, разрядить винтовку. Пуля попала в левую руку Бормина, нанеся серьезное, но не смертельное ранение. Ранение в разные части тела уже привычное дело для здоровяка, поэтому он, не теряя хладнокровия, делает второй выстрел картечью и теперь наверняка упокаивает охотника. Осмотр лагеря упырей обогатил сталкеров не только ломом, гранатой и запчастями, но и первым артефактом древних времен – странной говорящей коробкой под названием бумбокс. They used to call it a boombox. Touch that red button, and it goes boom. Don't be pretending you know what any of this crap is. We'll bring it back to the Ark and show it to Prip. Ask him what it's worth on the black market. Бормина находка откровенно восхищает, а вот Дакс отнесся к ней с настороженностью. Главным образом из-за названия. Хорошенько обыскав хижину и окрестности, наши герои продолжили путь. По пути Бормин вспоминает легенду о том, как погиб мир, и рассказывает, в каком положении сейчас находится человечество. Of course the world ends. You did it to us. When the ice melted, you said nothing. When the plague spread, you did nothing. When the nukes dropped, you became nothing. At least that's what the Elder says. But cheer up. You'll be happy to know that despite your mistakes, life remains. In a small settlement high above a raging river, people are living and thriving. We call it the Ark. The Ark is humanity's last outpost, a lonely island in an ocean of chaos. Within these walls, we help each other create a new civilization on the ruins of the old one, with the guidance of our leader, the Elder. The Elder tells us we're safe as long as we never leave, because outside these walls lies the Zone, the never-ending wasteland. A mass grave spanning the planet, littered with your crumbling monuments to your hubris and arrogance. What the Elder chooses not to tell us is our food and water supplies are running dangerously low. That's why he relies on stalkers, adventurers who leave the Ark, explore the Zone, and scavenge for precious resources. Stalkers are tough enough to resist the rot, and they got the smarts and the firepower to keep the Zone ghouls at bay. Stalkers have to be more than human. That's me, Mr. More Than Human, aka a mutant. I look weird to you, but hey, you look weird to me. So let's leave it at that.
If the Stalkers come back from the zone alive, the Ark survives another day. If the Stalkers don't come back, the legacy of mankind will be lost forever. At least, that's what the Elder says. А тем временем герои добираются до окрестностей Ковчега. По сути, они стоят на пороге своего дома, но и сюда добрались проклятые упыри, и двое из них расположились прямо на пути к подъемнику. Если бы не ранение Бормина, мутанты попытались бы прорваться силой, однако в сложившейся ситуации приходится действовать старой проверенной тактикой атак из засады. Напарники скрытно обследуют территорию. Оказывается, упыри расположились на территории бензозаправки. Дакс, как обычно, занимает высоту, на крыше бывшего магазинчика. Бормин, войдя через черный ход, обследует помещение и не замечает, что снаружи опасно приближается патрулирующий территорию мародер. Но Дакс не просто так занял позицию на крыше. Один точный бесшумный выстрел и опасность устранена. Бормин же, как ни в чем не бывало, в это время обследовал магазин. Нашел немного лома, коктейль Молотова, записку сталкера Клары. В ней она говорит о том, что их группа отправилась в ломовые руины за ценным механизмом под названием Искрилла. Но, конечно же, развалины оказались заняты упырями. Кларе и товарищам пришлось ретироваться с пустыми карманами. Артефакт, по всей видимости, остался там и точно будет интересен ковчеговскому железячнику Дельте. Кроме всего этого, в магазине обнаруживается крутой козырек. По описанию хрониста Меддокса, этот тактический козырек военного класса использовался в тайных покерных операциях. Он защищает от ослепления, тем самым позволяя дальше стрелять. В ближайшее время надо будет решить, кому что из экипировки достанется. А пока Бормин продолжает рекогносцировку под прикрытием Дакса. Take their food, we take their guns. Mutants in the Ark. Too many, too many. Mutants are weak. We kill some fast, we kill some slow. But we kill them all. Box is coming. We kill them all. Разузнав хитрый план, Бормин также обнаружил одиночного мародера, который, похоже, наблюдал за лифтом в ковчег. Пришлось позвать на помощь Дакса. Вдвоем сталкеры прокрались вдоль реки до подъемника. От него прошли через лесок на юг. В лесу обнаружили старый схрон с отлично сохранившимся броником, который по описанию хрониста Дентия называется жилетом сталкера, так как обычно их находят на телах сталкеров. Жилетов в зоне полно. Они легкие, гибкие, удобные для движения, но дают мало защиты. После этой находки напарники решают поделить экипировку, чтобы дать бой оставшимся упырям, ведь оставлять их так близко от входа в ковчег слишком опасно. Калашмат, само собой, экипирует Бормин, заменив им простой и широко распространенный пистолет жало. Бронежилет также достается здоровяку, ведь он чаще находится в близком контакте с противником. Ну а тактический козырек надевает Дакс. Это сделает его еще более эффективным снайпером. Поделив найденные гранату и коктейль Молотова, бойцы отправились в атаку. Чтобы стопроцентно снять патрульного мародера, Дакс очень рискованно приближается к врагу и чудом успевает спрятаться за полуразрушенным автомобилем. Но риск оказался оправдан. Болт попадает точно в сердце почувствовавшего что-то и обернувшегося в момент выстрела упыря. Сталкеры продолжают движение на восток, к заправке. Пара упырей думает, что со стороны ковчега к ним никто не подойдет незамеченным, ведь здесь было целых 2 патрульных. Дакс и Бормин приближаются максимально близко и прячутся за камнями. Атаку начинает Бормин, в наглую перебежав из своего укрытия за камень поближе к противникам, прямо у тех на глазах. Враги опешили от такой наглости, и охотник, не успев вскинуть свою винтовку, получает огромный снаряд в грудь. Выжить на таком расстоянии от стрелявшего шансов не было.
Дакс, видя, что пошла такая пьянка, тоже решает выйти из укрытия. И в наглую, встав напротив мясника, в упор по меркам Дакса разряжает арбалет и не оставляет шансов на выживание хилому упырю. С поверженных противников, кроме лома и запчастей, бойцы подбирают древнюю мушку. Механический прицел, использовавшийся во время Древней войны, старый, но надежный и увеличивающий дальность стрельбы оружия. Устранив угрозу ковчегу, сталкеры наконец-то могут подняться наверх в город. The Elder meets us at the elevator. He says he doesn't have a second to lose. The mission's too important. Our mission, he says, is a man. And that man is Hammond. Everyone in the Ark knows Hammond, respects him. He's our lead, gearhead, going farther into the zone than anybody else, bringing back the machines that help us survive. He knows how to keep those machines running, how to fix them when they fall apart. Hammond keeps the Ark's heart beating. The Elder says 3 nights ago Hammond took his team of stalkers and headed north, not telling anyone why. They haven't come back. I've never seen the Elder this shaken before. It scares me. He tells us Hammond has a remote cabin in the north that could yield some clues to his location. Me and Dux never patrolled that far before. But the Elder says he has faith in us. He believes in us. So, this mission we accept. Go to Hammond's cabin, search for clues, then find Hammond and bring him back alive. The fate of the Ark depends on it. Вот так, не успели наши герои войти в город, как старший вновь отправляет их в зону на поиски железячника Хэммона. Но парням нужно отремонтировать оружие и обновить экипировку, так что небольшая задержка никому не навредит. Первым делом нужно посетить ремблок Дельты. Она помогает Даксу установить на арбалет древнюю мушку и бройлер 50. Так что болты теперь могут лететь дальше и смогут поджигать противника. Бормин отдает на разбор ненужный больше пистолет жало и просит Дельту улучшить калашмат. Теперь эта бандура будет бить еще мощнее и может уничтожать укрытия. После ремблока нужно посетить бар у Приппа. I also dabble in a little antiquity trading. So if you find any cool artifacts out in the wasteland, bring them to me and I might give you something in return. Comprende? Старый сталкер и владелец бара покупает у нас бумбокс. В обмен он договаривается с Иридией, в отряде которой ранее состоял, что она сделает для отряда 20% скидку в своем магазине. Не теряя времени, напарники отправляются в магазин Иридии. You know the drill. Stalkers want gear that keeps them alive. I, Iridia, provide the gear. See anything you like, just let me know. There is one rule. Don't ever pull my chain. If you pull my chain, I'll feed your ding-dongs to a zone wolf. Got that? Beautiful. Happy shopping. Осмотрев скудный список предложения, парни приходят к выводу, что им здесь пока ничего особо не нужно, и решают заскочить напоследок к старейшему. Может, он вспомнил что-нибудь важное об их задании. Но ничего кроме старческого бреда они от него не услышали. Прежде чем покидать безопасный город, мутанты получают мутации, которые открываются им с опытом. Бормин приобретает умение «беги и стреляй», которое дает возможность произвести точный выстрел даже после очень дальнего и быстрого забега. А Дакс зарабатывает умение «черепокол».
С его помощью селезень повышает вероятность попасть в критическую точку врага, но в то же время снижает шанс в целом попасть по врагу. Теперь сталкеры полностью готовы к опасной вылазке.